Покажу вам сегодня, как связать вот такой воротник. Сейчас буду вязать воротник для бомбера. Это второй вариант воротничка. Первый вариант у меня уже есть на канале, двойной воротник из других ниток. А сейчас буду вязать из таких же ниток, с которых связано все изделие. Значит, буду вязать. Он у нас вот здесь будет замочек. Он у нас будет состоять. Вот смотрите, я нарисовала уже схему. Я буду набирать сейчас петли из вот этой вот части, спинка, и до вот этой части. Получается, не буду добирать немножко с одной стороны и с другой по полочкам. Мы потом будем добавлять петли, чтобы у нас вышел такой воротничок. Вот такой вот. Набираем петли из изделия. Приблизительно здесь я все делаю на глаз, потому что это воротник, и вы смотрите сами по своему изделию. Приблизительно одинаковое количество у вас должно остаться с одной стороны и с другой стороны по полочкам. Можете линеечкой отмерить, чтобы у вас одинаково вышло. Ну и тоже в процессе вязания вы уже будете смотреть, как вам, сколько количества петель необходимо будет добирать. Значит, я приблизительно, вот мое плечо, вот отсюда идет плечо. Я начинаю вот из этой точки. Сейчас я сделаю маркерами, отмечу с двух сторон, до какой точки буду набирать петли. Вот для себя я отмерила. У меня вот с двух сторон маркеры. И я начинаю вот так с левой стороны набирать петли. Немножко ниточки оставляю. И с вот этой кромочной поднимаю петли. Спицы я взяла 2,5 миллиметра. Можно взять и двоечку. Я хочу, чтобы такой плотненький был воротничок. Если вы хотите, чтобы он был более такой объемный, то спицы берите толще. Все основное изделие я вязала спицами 8 миллиметров. Можно брать 10 миллиметров. А воротничок уже взяла поменьше, чтобы он был таким плотненьким. Все, я дошла до маркера. Вышло у меня 37 петель от маркера до маркера, 37 петель. Здесь по полочке до плечевого шва у меня 6 петель. Я для себя отметила с одной и с другой стороны. По спинке 25 петель набрано. Все, теперь, значит, закончили мы набирать и оказались на изнаночной стороне. Теперь мы вяжем резиночку 1 на 1 до конца ряда, то есть до нашего маркера. Вяжем резиночку 1 на 1. Кромочную снимаем и провязываем. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Так вяжем до нашего маркера. Эти нитки букле очень хороши тем, что
не видно всяких погрешностей привязки. Но единственное, что когда вот вы вяжете лицевая и изнаночная, то поначалу не слишком видно, где у вас лицевая и где изнаночная. Надо присматриваться тут внимательно. Ну, дальше будет рисунок уже вырисовываться, узор. А пока на начальном этапе, то необходимо смотреть. Значит, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываю до конца ряда, изнаночная у меня. Вот, довязала я до конца ряда, и теперь вот отсюда, из того, что мы оставляли, то есть из вот этих вот, из вот этой части, мы будем добирать 2 петли. То есть это моя изнаночная сторона, и я отсюда буду добирать 2 петли. Одна петля. И вторая петля. И для себя я отмечу, что я добавила 2 петли с этой стороны. Разворачиваем изделие. Теперь у меня лицевая сторона. И вяжем в обратном направлении до конца ряда нашу резиночку 1 на 1. Но уже смотрим по узору. Значит, как мы заканчивали, вот у меня лицевая, изнаночная, лицевая, значит, это изнаночная, это лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. У вас количество петель может быть другим. Вы смотрите по своим размерам. Кто-то вяжет ребенку, кто-то вяжет на взрослого. Воротник может быть разный. Все зависит от ваших спиц, от ваших нитей, от того, сколько петель вы подняли. Но приблизительно схема одна и та же. Вы просто добавляете нужное количество петель в конце ряда, и у вас происходит такой росток. Увеличивается у вас количество петель и образуется такая форма воротничка. Здесь сужение, а дальше будет по спинке широкая. Довязываю я до конца ряда. Вот мой маркер. И это мой лицевой ряд. Я здесь тоже добавляю 2 петли. Вытягиваю 2 петелечки. Раз. И 2. Вытянула, разворачиваю изделие. Для себя здесь отмечаю, что я добавила 2 петли. И иду в обратном направлении, смотрю по своему вязанию, на чем я закончила. Смотрю. Лицевая, изнаночная, значит лицевая, изнаночная. Значит, дальше у меня лицевая.
лицевая. Это те, что мы подняли. И дальше по узору вяжу до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Последняя у меня изнаночная. И здесь я добираю изнаночными 3 петли, получается, в изнаночном ряду. Буду поднимать еще 3 петли. Раз. Два. Три петли. Для себя запишу, что я здесь добавила 3 петли. Разворачиваю изделие. У меня лицевая сторона. Продолжаю вязать в обратном направлении. Смотрю по узору. Я думаю, принцип понятен. Будем так поднимать до тех пор, пока не дойдем до конца до конца полочки. Дальше смотрю. Лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая. Лицевая. Довязываю, и последняя у меня лицевая. И здесь добавляю также плюс 3 петли. Для себя отмечаю, что добавила с этой стороны 3 петли. Значит, вот еще не остается, видите, чуть-чуть. Разворачиваю изделие. Вяжем в обратном направлении. Это у меня уже изнаночный ряд. Так, смотрим, что у нас тут. Лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. Первая у меня лицевая. Дальше изнанка, лицевая, изнанка. Провязываю в обратном направлении до конца ряда. То есть мы добавили, у меня было 37 петель набрано, мы добавили с каждой стороны по 5 петель уже. Сначала добавляли в первом ряду 2 петли, вернулась, добавила с этой стороны 2 петли, вернулась, добавила 3 петли, вернулась, добавила 3 петли. Сейчас вяжу в обратном направлении и будем смотреть, сколько добавлять. Кто-то по 3, кто-то по 4. Вы смотрите, какая высота у вас еще должна быть воротника. Может быть, вам необходимо больше добавлять. Вы уже смотрите по изделию, как лучше. По 3 петли добавить еще с каждой стороны, или по 2 добавлять постепенно, чтобы увеличить сзади воротник. Это уже индивидуально каждый решает.
Довязали до конца, добавляем 3 петли. Три петли, разворачиваем изделие. Довязываю до конца ряда и также добавляю 3 петли. И записываю себе, что добавила еще 3 петли с этой стороны. И вот у меня остается совсем немножко с этой стороны. И также вот немножко с этой, ну где-то на 2 петли. Буду добавлять уже 2 петли в конце. Сейчас разворачиваем изделие и вяжем в обратном направлении. Такой воротничок выходит. Это изнаночный ряд. Смотрим по рисунку, как у нас идет. И последняя изнаночная. И поднимаю еще последние 2 петли. Две петли подняла, записываю и вяжу в обратном направлении. Довязала до конца ряда и поднимаю последние 2 петли. Все, подняла последние 2 петли, разворачиваю изделие и провязываю еще один ряд, а потом буду закрывать петли. Итого у меня получилось 4 прибавки с каждой стороны по 10 петель. С одной стороны я добавляла 2, потом 3, 3, 2 и также с другой стороны. Провязываю последний ряд, лицевая, изнаночная. У вас может быть больше прибавок.
если воротник у вас больше, или вы прибавляете меньше петель, не по 3, а по 2, то может быть у вас еще один ряд будет прибавок. И всего у меня вышло 10 прибавок с одной стороны и 10 с другой стороны. Последняя петля изнаночная. Все. Сейчас покажу вам воротничок. Это уже можно снять. Сейчас вечер, у меня лампа включена. Ну, я вам еще при дневном свете покажу. Уже завтра сниму полностью. Вот такой воротник мы с вами связали. Вот видите, здесь мы добавляли, и у нас здесь узко, и дальше идет на расширение, и здесь уже по спинке широкий. Тоже он очень аккуратный. Сейчас будем закрывать петли удобным для вас способом, любым, каким вам нравится, таким вы можете закрывать. Это ниточку наизнанку. И здесь замочек вшивается до вот этой части. 2 вместе. Дальше перебрасываем. Далее изнаночная от себя накид. Перебрасываем. Дальше лицевая на себя. Изнаночная от себя. Таким способом можно закрывать любые резинки. Когда лицевая изнаночная, то не стягивает резинку этот способ, и очень эластичный край выходит. Далее у нас лицевая накид. Провязываем лицевую. И перебрасываем накид. И еще одну петлю. Следующая изнаночная, накид от себя. Изнаночная. Перебрасываем накид. И еще одну петлю. Далее лицевая, накид, лицевая, перебрасываем и еще раз перебрасываем. Вы можете закрывать как вам удобно, любым удобным для вас способом. Закрываете петли. Я закрываю резинку так, чтобы у меня край вот этот не стягивался.
Далее лицевая накид. Провязываем, провязываем. Единственное, что путается нитка в этом букле. Надо смотреть внимательно, чтобы точно мы в петлю попали. Так, дальше изнаночная. Значит, от себя. Перебрасываем накид. И так закрываю петли до конца ряда. Я думаю, тут более лучше, потому что он не стягивает все-таки край. Плотненький воротник вышел, не нравится. И закрываем до конца ряда. И вот такой воротничок. Осталось только замочек вшить. Я вам показала два варианта, как сделать воротничок на такой бомбер. Можно двойной, а можно вот такой из таких же ниток. Только там мы убавляли, а здесь мы наоборот прибавляли. Тоже выходит очень аккуратный, только спицы тоньше нужно взять, чтобы по плотности он был плотнее и была такая стоечка. И сзади вот так вот.